Это небольшая поляна, окруженная густой стеной леса, идеальное место для строительства нового лесного жилья. Солнце освещает место с утра и до вечера, а значит, в доме будет всегда светло. Сверху нет массивных сосновых веток, которые могут упасть на крышу. А мелкие кустарники и осиновая поросль легко убираются за считанные минуты. Лоси точно оценят такие подарки и с удовольствием полакомятся свежей и горькой корой молодой зелени. Лесной органайзер, устроенный из простой автомобильной сетки, позволяет хранить все необходимые мелочи для стройки в одном месте без шансов на потерю. Ручные пилы и топор занимают свои места первыми. Решение вновь построить дом-шалаш, кажется, рождалось все последние 3 года. Но этой весной стало окончательно ясно. Мы сделаем его таким, каким задумывали с самых первых дней, и никто не помешает довести дело до конца. Тогда мы просто поставили каркас на пни. Сегодня фундамент сделаем поосновательнее. Копаем 12 ям диаметром примерно в 40 сантиметров до плотного глиняного грунта. Именно на нем и будет стоять примитивный, но весьма надежный для лесного жилья фундамент на столбах. Вода в ямах для той древесины, что приготовили мы, не помеха. На сваях из лиственницы стоят не только дома, но и некоторые города. Уникальная древесина, которая отличается особой прочностью и устойчивостью к гниению и порче. Имеет красноватый оттенок и красивый рисунок. Эти столбы из лиственницы сушились около 1,5 лет и ждали своего часа. Вчера мы их ошкурили, а сегодня они становятся частью фундамента под возрождающийся, буквально из пепла, уютный дом-шалаш. — 12 столбов. Все стоят строго по рядам, за исключением одного, того, что справа. Влага из ям выгоняется грунтом. По мере его засыпания и трамбовки уровень воды становится все выше и выше, а дальше она сама находит себе путь и просто стекает в землю рядом. Через несколько дней, когда все подсохнет и возьмется, крепость грунта в местах расположения свай увеличится в разы. Стоит только подождать и не сразу давать полную нагрузку на сваи фундамента. Платформу под пол собираем из 6 3-метровых досок, толщиной 40 мм и шириной в 146 мм. Большие усиленные крепежные уголки помогают сделать конструкцию максимально прочной. Чтобы выставить центральные половые лаги строго под 90 градусов, используем кровельный угольник. Правый центральный столб расположен чуть ниже средней линии намеренно, под устройство будущей террасы. Есть 2 пути, как сделать так, чтобы деревянный каркас под пол лег на столбы полностью. Первый и самый простой – подкладывать деревянные шайбы на столбы и равнять тем самым общий уровень фундамента вверх. Однако мы выбрали второй вариант. Измерили и выяснили, что общая разница между всеми столбами составляет 5 см. Взяли с запасом 7 и выставили общий уровень на 7 см ниже крайнего столба. Из хорошо гнущейся по горизонтали евровагонки делаем так называемые рельсы на каждой линии столбов. Рулетка в этом методе применяется только в начале, а дальше в ход идут строительные уровни. Рельсы первой линии служат основой для второй, и так до самого конца. Главное не выпускать уровень из рук и ловить горизонт на каждом этапе. Конец первого строительного дня завершается гулким шумом бензопилы. Один дает нагрузку своим весом на связанную линию столбов, а другой пилит по самой кромке деревянных рельсов. И это финал второго, более сложного варианта укладки каркаса пола на ровную поверхность столбов. Выровнять общий уровень фундамента не сверху, а снизу.
На наш взгляд, только этот метод, несмотря на свою трудоемкость, позволяет получить максимально ровную поверхность столбчатого фундамента. Опасений, что каркас пола ляжет неправильно, нет. После всех проделанных работ может быть только один результат. Диагонали совпадают, а значит, можно зафиксировать каркас на сваях и готовиться к завтрашнему дню, сулящему продолжение стройки и новые задачи. Мой зимний соло-поход в горы в поисках рыси завершился тем, что я перекрестно поставил 2 фотоловушки в перспективном месте, лишь предполагая, что там может появиться рысь, поскольку ранее этот грациозный редкий зверь уже бродил по макушкам местных скал. Ожидания результатов работы камер длились долгих 2 месяца. Весна пришла в горы поздно, и нам с Денисом пришлось потратить долгие часы дороги, чтобы добраться сюда. Но это того стоило. Спустя многие годы наших документальных съемок дикой природы мы впервые обнаружили место, где живет рысь. Большой и красивый самец рыси бродит здесь несколько раз в неделю. След в след топчет свою тропу. И действительно, по-хозяйски ведет себя в этой скалистой глуши. Так много кадров с рысью мы никогда не снимали. И это невероятная возможность изучать повадки скрытого и грациозного зверя. Далее вы увидите по-настоящему уникальные кадры. Так ведет себя рысь в брачный период. Самки мурлыкают, а самцы издают душераздирающие крики, которые пронзают всю тайгу. Мы оставили там еще несколько фотоловушек, так что не пропустите новые рысиные истории. Возвращаемся с гор в наш самый теплый и атмосферный дом. Дом лесника, который построен на нашей земле. И это был еще один важнейший критерий выбора места под новый дом-шалаш. Также построить его на своей земле в лесу. Тайна раскрыта, и дом лесника стал отправной точкой в новом масштабном проекте, который мы воплотим на нашем гектаре. Здесь мы тесали кору со столбов, собирали каркас под пол и организовали хранение материалов под будущий проект. Здесь появится несколько новых домов. Баня, колодец, деревянная площадь, мастерская и прочие объекты деревянного зодчества. Наш новый проект мы решили назвать «Таежный двор». И будущий дом-шалаш его неотъемлемая часть. А о самом грандиозном проекте мы расскажем уже в следующем эпизоде. Весной березы по-настоящему двулики. Одних заставляют постоянно сморкаться и чихать от аллергии на пыльцу, других радуют вкуснейшим березовым соком. Так уж сложилось, что я сочетаю в себе и аллергию на пыльцу, и любовь к березовому соку. Поэтому жажду весной в лесу утоляем исключительно свежим соком, варим на нем кофе, а иногда и пельмешки. Тарой для сбора сока у дома лесника служит дровяной самовар. Днем из него просто пьем сок, а по вечерам колем щепу, зажигаем в нем огонь и завариваем душистый чаек на молодых травах. Чай на свежем березовом соке – настоящий вкус весны. Дом-шалаш, хоть и без утепления стен, но с работающей на малой тяге печью, позволял весьма комфортно себя чувствовать даже в морозы.
В этот раз делаем то же, что и тогда. Монтируем ветрозащитную пленку по всему каркасу пола, рисунком на улицу, как написано в инструкции. То же самое сделаем и для боковых стен, когда до них дойдет дело. Доски евровагонки, скрепляющие линии столбов, решили пока не убирать. Грунт сохнет и может под нагрузкой немного сыграть. Но, забегая вперед, скажем, что этого не произошло. 2,5 ленты в ширину ушло на формирование цельного ветрозащитного полога под полом. Для дома, расположенного на деревянных сваях, такая защита играет особую роль. Теперь снизу поддувать не будет. Равняем края мембраны по доске евровагонки. Строительного значения такая процедура не имеет, но взор требует эстетики, даже здесь. Следующий этап работ – настил дощатого пола. И здесь, как и всегда, мы предпочитаем использовать шпунтованную доску. Однако перед началом работ обращаем внимание на то, как быстро земля превратилась в грязевые лужи. Решаем собрать кору перед домом лесника, оставшуюся от лиственницы, и уложить ее там. Здесь мы наведем порядок перед поленницей, а там подготовим сухой плацдарм для будущих работ. Волокуши пустуют редко и в ходу почти круглый год. Доски, тяжелые инструменты, лесной сор из веток, прошлогодние листвы и, конечно, древесная кора. Укладка ее в несколько слоев на поверхность полезна во всех отношениях. По ней сухо и приятно передвигаться. Также кора является своеобразной мульчей для грунта и не позволяет расти сорнякам. Всю кору от дома увезти не удалось. Бересту не отдала в расход Досяня. Бережливая, запасает растопку для печи. Пока идет активный сезон клещей, она обитает в доме лесника, но несколько раз в день выпускается на вольный выпас. Остатки доски частично идут в печь, а частично пущены на временное устройство дорожек вокруг строящегося объекта. Определенно, начинать что-то новое, когда рядом уже есть пусть и скромная база, но хоть что-то, значительно легче, чем обычно. Так и эти старые доски, хоть и на время, обретут новую жизнь и станут частью истории возрождения дома-шалаша. Главное, чтобы в них не было торчащих гвоздей и саморезов, иначе история окажется грустной. Шпунтованная доска обеспечивает надежное замковое соединение шип-паз. Пол получается ровным, цельным и без зазоров. Но только в том случае, если доски при сушке не повело в сторону или не изогнуло. Нам в этот раз достались не лучшие образцы. Брали остатки, поэтому выбор был не широкий. Некоторые доски слегка изогнуты, поэтому приходится фиксировать их к каркасу пола через паз в центре, а с краю насквозь, чтобы максимально придавить ее по горизонтали и обеспечить нормальное соединение для следующей доски. Часто приходится поджимать доску к другой, чтобы щит пола получился максимально цельным. Толщина доски 36 мм, ширина 126, а длина 3000 ровно. Некоторые особо изогнутые доски в щит не вошли, но и им обязательно найдется применение при устройстве более мелких деталей. Пол готов. Так мы подумали в первый раз и принялись скидывать А-образные рамы. Однако потом спешка повлекла целый ворох дополнительных работ. Пол пришлось строгать и шлифовать от грязи. Что ж, в этот раз, чтобы сохранить его свежий парадный вид и уберечь себя от лишних работ в будущем, мы сразу же решаем покрыть его лаком. Выбор пал на яхтный глянцевый лак.
Он отлично справляется с влагой, грязью и всегда подчеркивает красоту текстуры древесины. Теперь нужно ждать. Под солнцем пленка лака станет твердой уже за пару часов. Что ж, есть время немного передохнуть, расслабиться, да отобедать. И, конечно, насладиться бурлящей весенней тишиной леса. Сегодня на обед куриная грудка по особому лесному рецепту. Режу грудку кубиками так, чтобы нож не касался разделочной доски. В разогретый чугунный котелок наливается растительное масло, отправляется небольшой кусок сливочного масла и несколько зубчиков чеснока. На этой лесной импровизированной кухне посуда хранится также в сетке. Отсюда ее удобно брать, да и сохнет после мытья весьма быстро. Бурлящий котелок заждался. Обжариваю грудку с каждой стороны примерно по 1,5 минуты. В это время нужно успеть ее посолить и поперчить. Небольшая походная емкость со специями позволяет это сделать достаточно быстро. Грудку пока не нужно прожаривать полностью. В середине филе должно остаться розоватого цвета. Время доставать и приготовить вкуснейшую и нежную заправку прямо в котле. Мелко нарезанная 1 луковица, снова кусочек сливочного масла, несколько головок мятого чеснока, кружка сливок и чайная ложка мускатного ореха. Смесь для запекания готова. По вкусу добавляю немного лимонного сока и свежей зелени. После всего лишь 5 минут томления грудки в котле и обед готов. Сложно сделать куриную грудку нежнее, чем здесь, особенно в полевых условиях. Надрезы квадратом позволяют больше впитать в себя ароматы сливок, приправ и овощей. Сочно, ароматно и просто попробуйте так приготовить. Такое блюдо только вот такой ложка есть. Костровое место под названием Гнездо снова порадовало нас своим нехитрым уютом и возможностью подкрепиться, созерцая вековые сосны. Пора снова браться за дело. Следующий этап работ – сборка А-образных рам, которые в нашем проекте служат не только стенами и крышей, но и опорами под второй этаж, каркасом под полки и большую дверь-окно. Собираем раму уже на высохшем полу, соединяем верхушки и выставляем низы по линии пола. Правило простое: все крайние углы должны совпадать друг с другом. По разметке отпиливаем углы на каждой доске. Теперь делается разметка под коньковый прогон. Он соединит все рамы сверху и придаст жесткости всей А-образной конструкции. Остается надежно соединить будущую раму сверху и временно зафиксировать снизу. Для верхнего соединения мы выбрали фигурные крепежные пластины черного цвета. Фиксация рамы снизу нужна на время, для удобства переноски и, чтобы не повредить из-за нагрузки, крепеж сверху. Всего для дома-шалаша таким образом мы сделали 3 рамы, первые 2 из которых устанавливаем на расстоянии метр друг от друга, а третью через 2 метра от второй. К полу рамы крепятся на большие усиленные уголки, а после в ход идут укосины. Сразу выставляем раму по уровню и прихватываем доской с каждой стороны. Рамы для первого дома-шалаша собирались, как и пол, из шпунтованной доски. Сегодня для рам мы использовали более прочные доски. Их толщина от 40 до 50 мм, ширина в 150 и длина в 4000 ровно. То есть высота дома от пола составляет 4 метра.
Сосновые рамы получились крепкими и надежными. Но коньковый прогон сегодня поставить уже не получится, ведь до самой верхней точки нужно будет еще добраться. А для этого нужны полки, которыми мы займемся уже завтра. Спешить в постройке дома не хочется. Дело лучше спорится, если делать его в удовольствие. Утро в лесу стараемся начинать раньше обычного. Пьем кофе и разбредаемся кто куда. Денис отправился половить счастье со спиннингом на речку. А я бреду до одной сопки, разведать черемшовые полянки и проверить пару лесных камер. А вот и первая находка. Молодая черемша ярко сияет после ночного дождя, и пройти мимо нее невозможно. Тот самый вкус. Медведь-травник знает, с чего начинать свой новый сезон скитаний по лесам. Отметка сделана, и я пробираюсь на самый верх сопки, где уже пару недель стоит одна из фотоловушек. В таком буреломе хорошо либо мелкому зверьку, либо крупному зверю. Зимой здесь активно кормилась куница да белка, а что касается лосей, они здесь появляются круглый год. Свежий помет. На днях здесь была молодая самка. Именно такая форма характерна для нее. А рядом, примерно в 15 метрах, и стоит та самая камера, проверить которую я сюда пришел. Однако лосиха в объектив не попала. Вероятно, шла ночью, и сенсор камеры просто не смог ее различить в темноте. Работа с фотоловушками часто заканчивается нулевым результатом. Часто в цепочке событий чего-то не хватает. Расстояния, заряда батареи, исправной карты памяти. Поэтому каждый год мы увеличиваем их количество, и на сегодняшний день у нас их 15, ведь лесные обитатели – одни из главных героев наших фильмов. Одна смотрит за порхалищем и наблюдает за дроздами, другая – за птицами покрупнее, на солонцах. Мест поснимать хватает. Дятел-желна – одна из самых красивых лесных птиц. В советские времена верный друг лесоустроителей, поскольку желна, как тогда, так и сейчас, безошибочно показывает больные деревья, начиная бить по ним клювом в целях пропитания или устройства дупла. Их крики порой можно спутать с криками хищных птиц, но они таковыми не являются. Самец отличается от самки красной поперечной полосой на затылке. Выглядит ярко и броско. День начался. Все возвращаются к работе. К 10 утра небо немного затянуло. Временами идет легкая морось. А в доме шалашей идет обвязка А-образных рам. На высоте 1 и 2 метров мы крепим доски, которые не только сделают конструкцию жестче, но и дадут возможность использовать их для устройства других важных элементов дома-шалаша. Их свободная площадь будет использоваться под полки, а пока обвязка нужна в том числе, чтобы добраться до верха и установить коньковый прогон. Для устройства обвязки мы используем сосновую доску тех же размеров, что и для монтажа А-образных рам. И в этот раз дом-шалаш будет иметь значительно более прочный каркас. Солнечные панели, которые мы задумали установить на крышу для генерации энергии, имеют немалый вес. Поэтому о прочности дома мы подумали заранее. 2-метровой доски в обвязке нет только с правой нижней стороны, где будет организована большая прозрачная дверь, позволяющая выходить на террасу. Теперь все готово для установки конькового прогона. И эту задачу, как и в прошлый раз, ровно 4 года назад вызвался выполнить Денис. Своеобразная проверка правильности установки рам и выбирание пазов в них под прогон. Ошибки исправлять будет весьма трудозатратно. На месте, и каркас дома наконец-то приобретает законченный вид. Ну а дальше начинаем строить второй этаж.
Размечаем и выпиливаем из досок две балки, которые будут служить опорой для половых лаг. Пол пока используется как верстак. После завершения стройки покроем его лаком повторно. Ставим балки вертикально для максимальной жесткости конструкции пола. Моросящий дождь словно подгоняет, но спешить нельзя. Нужно все сделать в уровне, иначе потом уже не исправить. На этом этапе обвязка дома начинает играть дополнительную роль, основы под второй спальный этаж, ширина которого будет составлять всего 115 сантиметров. Чтобы пол не прогибался под тяжестью спящего, укладываем 3 лаги под пол. На них уже скоро и будет настилаться половая доска. Боковой нагрузки здесь нет, поэтому фиксации на крепежные уголки вполне хватает. Отбортовка с одной стороны по уровню пола поможет укладывать его ровно, без отклонений. Сам пол решено постелить из шпунтованной доски толщиной в 28 мм. Легкая и прочная доска, хотя не всегда прямая. Погода налаживается, и работа идет все быстрее. Иногда тормозят кривые доски. Приходится поджимать и поправлять саморезами их изгибы. Первый дом-шалаш показал, что это место особенное. Здесь теплее всего. Ароматно пахнет, когда внутри готовят, и атмосферно читается, когда есть настроение почитать. Все это вспоминаю сейчас особенно ярко. Его так долго не было, и вот, словно фениксом, он возрождается в новом для себя месте, но уже в родном лесу. Да, здесь определенно можно будет отоспаться и набраться сил, даже в развалку. Вдоволь поваляться в спальнике и посмотреть свысока на таежный двор. Финальный штрих – покрытие все тем же лаком. Прежний дом сиял глянцевым блеском и радовал взор лесного путника чистым древесным полотном. Пусть будет так же и в этот раз, а то и лучше. Впереди огромное количество работы и новых оригинальных проектов, которые будут воплощены здесь, в одном месте и связаны общей концепцией двора в глуши. Такого еще не было, поэтому не пропустите следующие эпизоды. Уже во втором эпизоде вы узнаете, какие глобальные работы с ландшафтом мы задумали и самое главное, для чего. Риски большие, но мы попробуем. Вечереет. Дася бегает по дорожкам и планирует дальнейшие работы. А мы с Денисом обсуждаем самоварную. Место, где самовар будет стоять все время. Перерывы в работе разбавляем березовым соком. За день набирается почти 8 литров, и этого вполне хватает на всю команду. Хорошо испить свежей и чуть сладковатой древесной воды. Освежает и дает силы действовать дальше. Но отдыху было суждено внезапно прекратиться. Так, а это еще кто идет? И что у него в руках? О, ты даже не представляешь, что сейчас будет. Мы не артисты, но этой сценой хотели вам показать, что пропускать следующий эпизод нельзя ни по каким причинам. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.